Первый раз океан ушел так далеко. Вот эти норы, здесь кто-то живет. Мы едем на вот таком транспорте. Кстати, тук-тук вызывала через приложение Bolt и очень удобно. Это Амар, наш гид, и он будет сегодня с нами гулять по заповеднику. Цикады. Что-то типа цикад. Таких больших животных не живут, это каких-то диких. Львов здесь нету, к примеру. Леопардов тоже. Не взять головные уборы, это была реально наша тупость. Смотрите, какой ребеночек жирафа. Насколько мы поняли, походили, здесь ограждений никаких нету, то есть они все ходят где хотят. Смотрите, какой он милый. Это как наш Паша в аквариуме дома, только это чуть-чуть побольше. И единственное, мне не понравилось там жирафов, чтобы, немного пинают, когда еду им дают и так далее, и когда туристы хотят сфоткаться. Я больше за то, чтобы они просто сами по себе гуляли, и никто просто не трогал их, и все. Я вот тут на пляже выторговываю тебе сувенирчики. Вот, здесь много всех. Всем доброе утро. Мы сейчас на ресепшене, уезжаем далеко. И вот заказали мы вчера ранний завтрак. Что в нем? Бананы, водичка, сок, 2 сока. Так, ложки, вилки нам положили. И еще положили вот такие запечатанные судочки. В них какие-то булочки с чем-то. Но судочков 3. Что в третьем доставать не буду, потом посмотрим. Встали рано, потому что мы едем очень далеко в удаленную деревню. Так рано, что даже еще обезьяны спят. Сейчас мы заедем в соседний район, по пути заберем еще несколько поляков и в путь. Выехали рано, ехать нам примерно 70 километров, и все дороги лежат через Момбасу. В Момбасе утром всегда час пик, трафик ужасный, очень много машин, большие пробки. Иногда здесь в пробке можно простоять несколько часов, и это нужно учитывать. Самый удобный транспорт — это, конечно же, тук-тук, так называемые такси на 3 колесах. Очень удобно, недорого, и тук-тук может проехать там, где не проедет обычное авто. Также еще здесь люди передвигаются на мопедах, очень много людей на мопедах. Кенийцы встают очень рано, и в 5 утра, если вы выйдете на улицу где-то в центре Момбасы, здесь уже просто такое движение, жизнь кипит. В дороге я люблю разглядывать дома местных жителей. Смотрите, есть немножко побогаче домики, да, а есть совсем прям нищета нищетой, страшно. И не понимаю, как здесь можно жить, когда нет воды, когда они стирают вот так вот в тазиках, готовят непонятно как в антисанитарных условиях. Но для нас это, конечно, ужас. 95% этих людей проживет здесь всю жизнь, никогда не выезжая из Момбасы и не видя других городов и стран. Мы вышли и идем по вот такой грязючке. Здесь раньше была вода, и она куда-то отошла. Короче, я так думаю, что нужно... Пришла пора разуваться, потому что мы сейчас идем в эти лодки по воде. Сейчас мы сядем в лодки и будем плыть вниз по реке по мангровым рощам. Мангровые заросли будем встречать, да. И, может быть, увидим крокодилов. Все, мы сели вот в такие лодочки. И сейчас будем куда-то плыть. Изначально я думала, что у нас будет каноэ на двоих, и что мы будем грести веслами. Но что-то пошло не так. Здесь соленая вода, и здесь нет крокодилов. Но мы спустимся где-то дальше по реке. Там будет вода смешанная, соленая с пресной. И там уже живут крокодилы. Местные дети провожают нашу лодку. Все, мы уже отплываем. 25 minutes. 25 минут, и мы будем на Фунзе. So here we have only fish, yeah? I said before, no crocodile, only fish. Мы плывем на Фунзе. Это уникальный уединенный архипелаг из 4 мангровых островов в округе Квали, предлагающий экотуризм и нетронутую природу. Это место известно белоснежными песчаными отмелями, появляющимися во время отлива, наблюдением за дельфинами и черепахами, а также богатой культурой местных рыбаков. Жарко очень, дышать нечем вообще. Мне эта река напомнила Вилково наше, устье Дуная. В
Фрунзе часто описывают как райский уголок, где можно обедать на необитаемом берегу, наслаждаясь тишиной. Здесь все окружено густыми мангровыми лесами. Мы высадились на берег, пришлось разуться, потому что такая грязючка песочная. Куда-то идем, идем в деревню. Здесь живут зебу. Кинем эту шкурку, они съедят. Я потом кину. Они съедят, говорю. Я всем не кину. Я, конечно, одела просто ужасные тапочки для такого марш-броска. Не знаю, как я здесь пройду. Здесь, конечно, полная разруха. Очень много мусора, грязи, какие-то разрушенные дома. Я уже хочу так залезть в воду, что не могу, вся потная. 30 градусов сейчас здесь. Мангровые деревья – это их корни, они растут в соленой воде. Вода ушла, и корневища деревьев прямо здесь, на суше. Здесь красиво, но очень много лодок приплывает, и туристов будет много на пляже. Детишки местные за нами идут. В школьной форме, кстати. Мы сейчас в местной деревне находимся, и люди здесь живут. Здесь даже есть какая-то школа, потому что дети в школьной форме, и они учатся. Мы сейчас стоим под деревом, и эти листья собирают, их можно использовать как профилактику от малярии. Их настаивают как чай и пьют в течение 3 дней, и никто не болеет, потому что сейчас сухой сезон, а с апреля начинаются дожди, вот, и здесь комаров будет куча, вал просто, и они могут реально побить. Здесь вот даже все местные стараются обезопасить себя как могут. Детишек много за нами идет. Я не знаю, сколько мы еще будем идти. Ну все, мне уже дурно. Просто. Мне нравится форма, да, у этих деток. Вот, они, кстати, многие в школу так ходят. Девочки с белыми вот этими косыночками и с синим низом. Вот мы дошли сейчас до школы. Мы сейчас заходим в школу и посмотрим, как учатся местные дети. Школьное образование в Кении славится высокой дисциплиной, бесплатной начальной школы с 6 лет и ранним разделением учеников по успеваемости. Учебный год длится с января по декабрь, а школьная форма обязательна даже в самых бедных школах. Образование считается одним из лучших в Африке. Ученики проходят 8 лет начальной школы, 4 года средней и 4 года высшей школы. После начальной школы учеников делят на основе результатов экзаменов. Отличники попадают в престижные национальные школы, а остальные в окружные или областные. Здесь у них, получается, есть разделение. Вот есть младшие классы. С одной стороны, получается, младшая школа, а с другой стороны учатся детки, кто постарше. This is the 3rd grade, yeah? The 3rd grade. Hey, quiet. Learners here from 6 to 12 years old. Yeah, this is our program here. This is our timetable here. You can check it, see the lessons that we learn here in class. We learn mathematics, English activities, environment activities, sciences. Okay? Yeah. So the learners are going to sing for you some songs. Okay, then we will also love to hear your beautiful voices. У них так темно в классе.
очень темные, там практически нет света, и вот они читают и пишут почти в темноте. Вот это меня поразило. И еще там настолько душно, я пока там стояла 10 минут, просто потом истекла. Я не знаю, как, ну, детки привычные, но для нас это вообще что-то такое чужое абсолютно. Еще так получилось, что мы, возможно, протупили, и мы носили все эти вещи, мама еще сумка тяжелая, хотя, возможно, мы сейчас пойдем водку попоем на другой остров. И мы просто их носили, типа. Да, мы Это с ними не ходили, потому что мы думали, что мы здесь уже останемся. А Это сейчас, не наверное, мы точно. перейдем на другой пляж. А здесь покажу вам вот дома местных, как они белье сушат, тоже стирают как-то в тазиках. Мы сейчас выйдем к старейшему баобабу. Вот такой ствол у него. Посмотрите на этот ствол. Оно просто гигантское. Смотри, Тай, подними. Здесь сувениры продают. А вот это вот кинотеатр местный. И здесь они по вечерам собираются и как-то смотрят кино. Но я не знаю, как это возможно. Ага, вот что. Здесь местные встречают туристов, продают свои платки, различные сувениры, браслетики. Идем. Вот эти парео по $10, но можно торговаться с ними, конечно же. Здесь тоже миллион этих браслетиков. У нас Гена такое любит. Место, где они набирают воду и уносят в дома, и где можно постирать вещи какие-то. В итоге оказалось, именно так, как мы думали, мы идем обратно на лодку, и мы приносили веселки, полотенца просто в руках. Сумки, да, полотенца. Он на французском говорит, ничего не объясняет, ничего не понятно. В общем, мы такие тоже тупенькие. Вот это все таскали. Это я носила. А народ вот налегке. Это все корни были под водой. Да, это мангровые деревья. Они же так и растут в соленой воде, корнями наружу. Мы уже 20 минут прям по этому пляжу, никак до лодки не дойдем. Дурно, уже хочу все вещи оставить. Ой. Вон наша лодка, за нами плывет. Добираемся до лодки. Смотрите, какое расстояние. Мы вернулись и теперь уже наконец-то движемся к пляжу. Здесь песчаная отмель, и мы идем посмотрим. Вот там вот мелко, а позади меня сразу идет глубина. Час мы здесь будем, навесов нет, тени нет. Я не знаю, погорим, наверное. Тая мазаться не хочет кремом упорно. Здесь хорошо. Водичка не горячая, как у нас в океане. Она более прохладная. У нас здесь всего 1 час, потому что как-то все договорились, так что на 1 час останемся. Потом мы будем ехать уже на лодке на полдень, а пока поплаваем. На обед. О, такой кайф. Навесов, конечно, здесь не хватает очень сильно, потому что можно попечься. Я обмазалась кремом, Тая сейчас тоже пойдет намажется. Все, единственная тень — это лодка наша, но туда нужно еще дойти. Не знаю. Здесь это отмель, и когда идет прилив, ее полностью затапливает водой, поэтому нас привозят, я думаю, в такое время, чтобы можно было плавать. А прилив будет после обеда, мы уже уплывем к тому времени отсюда.
с утра здесь начинается отлив, и вода уходит довольно далеко. И чем ближе мы сейчас к обеду, тем больше вода подступает к нашим вещам. Скоро не останется этой песчаной полосы. По поводу кухни нас спрашивали, кто что будет, и в основном все, и мама взяли себе морепродукты. А я попросила себе что-то, ну, без мяса растительное, что дали. Посмотрим, что будет, фрукты, может, овощи. А мы будем есть крабы, которые здесь же вылавливают. Так не хочется отсюда уплывать на этой лодке. Я бы еще здесь час провела хотя бы. Не хочу. Такая водичка кайфовая. Чистая-чистая, вообще прозрачная, идеальная. Водорослей нет, как у нас на Бамбуре. Все, плывем уже обедать мы. Обедать будем где-то здесь. Движемся в импровизированное кафе. Наш стол выглядит вот так. И есть вот такие специальные досточки для крабов, я так понимаю. Мы сидим прямо под этим огромным баобабом в его тени. Я сегодня первый раз свою сумочку взяла с ката и уже его так запачкала. Вон. Thank you. Принесли вот такой вот салат из зелени, хлеб, но я не голодная. Это Тая, да. Она ж не ест Да я не морепродукты. хочу посыть сейчас. Я думаю, что это так и останется стоять на столе. Вероятно. А это вот мое. Так. Это кусочек краба. У нас такой скромненький морской обед. Клешни краба и по 4 креветочки. Начнем с креветок. Вот это вот, чтобы разбить его панцирь. А здесь рыба и рис. Все было вкусненько, но крабов было мало. И рыба, кстати, очень вкусная. Алоэ от ожогов. У нас тут процедура обмазывания алоэ от ожогов. Все погорели. А, окей. Съезжаются потихоньку следующие группы после нас. Вода горячая. Тая залезла в воду, пока все шли в лодку. Мы уже движем дальше. Мы плывем дальше, плывем к мангровым деревьям куда-то. И там будем по реке, вдоль реки плыть 3 часа. Здесь водичка просто нереально чистая. On the river, it is 60 kilometers long. On the beginning of the river, it's large because of the waves and the winds break the banks of the river. There, it's narrow. And the water here, it is salt because we are close to the ocean.
Вода здесь But соленая, after 20 соленая, minutes, кстати, вот он говорит. The water is mixed. Сейчас мы плывем по руслу реки, где крокодил уже есть. Да, здесь обитают крокодилы в этих мангровых зарослях. И здесь вода уже пресная. Устье реки Рамизи окружено густыми мангровыми лесами, которые являются важным местом размножения для креветок, крабов и различных видов рыб. Река поддерживает уникальный баланс между пресной и соленой водой, создавая среду обитания для разнообразной фауны, включая крокодилов. О, как хорошо. Заплываем в такую теневую зону. И мы видели крокодила, но он быстро нырнул, и мы не успели к нему подплыть и рассмотреть. Мы очень долго плывем по этой реке, When очень. we're lucky, we can see. Victor, Крокодилы прячутся. yeah. Мы возвращаемся через Момбасу в наш район, в Бамбуре, в наш отель. И это целый квест, потому что вечером в Момбасе это час пик, это пробки. И на днях как-то мы стояли в пробке больше 2 часов в жаре, в этой духоте, в пылюке. Это реальный ужас. Есть 2 пути. Можно поехать по главному автобану и встрять там, а можно поехать через паром с острова. И тут больше шансов попасть быстрее в отель. Но сейчас, смотрю, тянучка вот это началась задолго до парома, и я думаю, что на место в отель мы доберемся уже ближе к ночи.